Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку в месяц всего 299 рублей вы сможете смотреть шок-расклады, те, которые не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. Там все о том, кто такой на самом деле Владимир Владимирович Путин, когда, наконец, закончится война России и Украины, существовал ли на самом деле Иисус Христос, и что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании этого слова. Заходите, будет интересно. Эти и многие другие расклады есть у меня на канале на Бусти. Это закрытый канал, который, напоминаю, стоит 299 рублей в месяц за подписку на него. Также у меня появился телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на YouTube-канале или на канале на Бусти. А с нами сегодня карты Дэвиан Мур, Безумная Луна Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. И поговорим сегодня с вами о муже Натали Александре Рудине, который скоропостижно скончался 30 июля 2023 года. Такая немного темная история, потому что никто не говорит нам о том, от чего он скончался на самом деле. Да? Сама Натали говорит о том, что ее муж боролся с коронавирусной инфекцией, собственно, от нее и умер. А очевидцы говорят то, что 27 июля Александра Рудина нашли на козырьке своего собственного подъезда, многоквартирного дома, где он проживал. А чего же на самом деле умер Александр Рудин, непонятно. И в СМИ что-то темнят, и сами, возможно, журналисты не знают, да, о чем речь вообще, от чего умер человек. Но сегодня мы попытаемся докопаться до истины на картах Таро. Для начала давайте узнаем характеристику личности Александра Рудина. Что это был за человек? Характеристика личности Александра Рудина, мужа певицы Натали. Характеристика личности Александра Рудина, мужа певицы Натали. Что это был за человек, друзья? Это я сама уронила. Характеристика личности Александра Рудина, мужа певицы Натали. Четверка мечей. Что такое четверка мечей в безумной луне? Карта депрессивного расстройства личности. Мы видим девушку, которая погребена в землю, как будто на каком-то поле боя. Да? Здесь такая отсылочка к каким-то военным действиям, которые происходили, и недоброжелатели девушку победили и закопали, воткнув 3 меча в землю в знак своей победы. Свой же меч девушка унесла с собой в могилу. Девушка аккуратно сложила руки и ноги, как будто бы действительно умерла, да, никуда не собирается больше уходить, ну, по крайней мере, пока. Здесь о чем говорится, если мы говорим именно о характеристике личности человека, да, по этой карте. Здесь говорится действительно о каком-то тревожно-депрессивном расстройстве, о том, что человека всю жизнь дурили, держали за какого-то шута горохового. Почему? Потому что на девушке шутовской наряд. Девушка повернута к нам логичной стороной, да, то есть логика присутствует у девушки, умная девушка, пышет какими-то идеями. Идеи — это огонечки на оставшихся волосах, да. У девушки голова полулысая, действительно, да, обнажена ее натура перед внешним миром. Человек является либо социопатом, либо действительно мизантропом, да, страдает мизантропией, человека ненавистничеством после того, что люди с ней сделали. Здесь как будто бы человек понял, что человечество ко мне несправедливо, да, я ненавижу людей, потому что люди ко мне несправедливы. Закопаю-ка я себя вместе со всем своим творчеством в могилу. Все идеи, которые у меня остались в моей голове, они все уйдут вместе со мной. И такое ощущение, что здесь характеристика личности в течение всей жизни, она менялась. Ну, в принципе, как у всех у нас, да, мы как-то меняемся, подстраиваемся под этот внешний мир, либо наоборот не подстраиваемся и не хотим подстраиваться. Но здесь конкретно Александре Рудине, если говорить, то здесь сильнейшее депрессивное расстройство у человека. От чего? От того, что его не понимали, ему не сочувствовали, не сопереживали и использовали. Да? Здесь шутовской наряд, еще раз говорю, на человеке, потому что его кто-то использовал всю свою жизнь. Он это понял, но понял слишком поздно. Такое ощущение, тот, кто использовал его, победил, а он просто ушел в могилу, скажем так. Да? Луна на карте растущая. Растущая луна говорит о том, что это
это никогда не закончится, это никогда не прекратится, это будет набирать обороты, и поэтому он решил, скорее всего, свести счеты с жизнью. Даже по одной карте, по характеристике личности можно понять, что человек был в крайне тревожном, депрессивном состоянии. Не мог никто его успокоить, не мог никто понять его творческую натуру, его тонкую душевную организацию, и он закопал себя вместе со всеми своими идеями, вместе со всеми своими пожеланиями, скажем так. Это его характеристика личности. Какими были семейные отношения Натали и Александра Рудина? Любили ли они друг друга? Какими были семейные отношения Натали и Александра Рудина? Любили ли они друг друга? Какими были семейные отношения Натали и Александра Рудина? Любили ли они друг друга? Какими были семейные отношения Натали и Александра Рудина? Любили ли они друг друга? Ну, здесь главная императрица, да, была. Императрица, которая любила только себя. Угу. Императрица, которая любила только себя и не собиралась признавать свои собственные ошибки и их исправлять. Такое ощущение, как будто здесь мужчина должен был быть главным в семье, но не получалось как-то, да, у мужчины как-то постоянно порицали, как-то ругали, что-то ему говорили, что-то высказывали, чем-то постоянно женщина в этих отношениях была недовольна. Именно женщина. Именно с женщиной мужчина боролся. Здесь рыба как отсылка к женщине, к чему-то женственному, да, мужчина борется с самим собой, как будто бы, да, как будто бы борется с самим собой, в то же время со своей женщиной, со своей императрицей. Императрица здесь очень наглая, очень хитрая. Если императрице попадется кто-то ниже ее статуса, кто-то ниже императора, она его просто съест и яйца ему, как говорится, отрежет, да, ну как раз это и случилось. По пятерке кубков очень частые ссоры, очень частое недовольство своим супругом, очень частые какие-то противоречия друг между другом, да, и императрица считала себя главной в этом доме, да, главной, почему? Потому что она как-то продвигала их семью, скажем так, да, она была известна, я про Натали сейчас говорю, да, и она как-то была двигателем процесса, скажем так, да, по колеснице, но двигатель процесса это так грубо сказано, почему? Потому что продвигал ее все-таки муж, но она не осознавала этого, она отказывалась признавать какие-то свои ошибки по восьмерочке кубков, я не делаю никаких ошибок, и, простите, виноват во всем ты, это из категории тех людей, ты виноват, ну ты же виноват, я же говорила, что это ты, я же тебе что говорила, я свои ошибки по колесу фортуны признавать не собираюсь, нет, у меня никаких ошибок, я тут двигаю двигатель процесса, я тут двигаю нашу семью, как бы, да, я тут зарабатываю денежки, а ты что делаешь, скажи-ка мне, пожалуйста, да, и вот тут противоречие друг между другом, она не собирается признавать свои ошибки, она главная императрица, и она живет для себя и только ради себя, да, здесь умная, хитрая женщина, которая считает себя пупом земли, так скажем, да. Ну, вот здесь вот какие-то такие отношения, я здесь любви не вижу, ни с его стороны, кстати, любви не вижу, да, ни с ее стороны, возможно, с его стороны любовь когда-то была, но она вся пролилась, да, вот из этих кубков, которые мы видим на пятерочке кубков, как раз-таки. Здесь жена постоянно что-то требует от своего мужа, постоянно им недовольна, хотя муж вроде богатый, у нас одет во все фиолетово-красное, знаете, это цвет знати, знатного рода, муж вроде ее по колесу фортуны двигает вперед, а она отказывается, нет, это не ты мне помогаешь, это вот я как-то все делаю, да, я сама двигатель процесса, как я уже сказала. Вот такие непростые были семейные отношения Натали и Александра Рудина. Любили ли они друг друга, здесь сложно сказать, любил ли он когда-то, да, возможно, но к концу жизни его, да, возможно, уже эта любовь угасла из-за всяческих недовольств супруги, скажем так. У Натали тоже такой непростой характер. Что происходило в семье Натали и Александра Рудина за несколько дней до смерти Александра? Хочется понять, да, и что было в день смерти, потом посмотрим. Что происходило в семье Натали и Александра Рудина за несколько дней до смерти Александра? Что происходило в семье Натали и Александра Рудина за несколько дней до смерти Александра? Что происходило в семье Натали и Александра Рудина за несколько дней до смерти Александра? Так. Какое-то непринятие каких-то изменений. Угу. Не хочу меняться.
Не хочу подстраиваться под тебя. Угу. Не хочу быть твоим золотым пучком. Все, я поняла. Интересно очень. Сейчас, дорогие мои. Не хочу подстраиваться и меняться. Тут, возможно, был такой разговор, давай поменяемся там, да, для того, чтобы лучше понимать друг друга, да, и разговор, скорее всего, шел от мужчины. Мужчина как-то пытался подмять под себя женщину, понимаете? Здесь женщина пытается подмять под себя мужчину, император пытается подмять под себя верховную жрицу, а верховная жрица не соглашается, не подходи ко мне, ты от меня ничего не получишь, я тебе ничего не дам, не пытайся меня под себя подмять и как-то подстроить, я лучше уйду, я лучше убегу, куда глаза глядят. Ну давай поменяемся, это я вот разговор как бы, да, получается, озвучиваю, давай поменяемся для нашей семьи, давай ты изменишься, я изменюсь, да, нет, я этого не хочу, не надо ко мне идти со своими непонятными, нелепыми предложениями. Раньше я для тебя была музой, все, муза закончилась, я тебя раньше поддерживала как-то, была твоей музой, здесь художник, который пишет, который рисует картины, да, художник, кстати, который любит выпить, еще могу сказать, да, потому что Александр Рудин вот здесь вот к концу жизни, за несколько дней тут тоже такое ощущение, как будто вот бокал за бокалом, да, тут такое настроение просто было у человека, да, депрессивное, действительно, и тут, да, раньше я была твоей музой, но сейчас я тебя поддерживать не собираюсь, ко мне со своими предложения от рыцаря кубков, предложения о взаимопонимании, о любви, но предложения рыцаря кубков не услышали, рыцарь кубков здесь в латах и в доспехах, который пытается поговорить со своей супругой, но супруга его не слышит, ко мне со своими предложениями не иди, раньше я была твоей музой, сейчас я ей не являюсь, ко мне не подходи, я тебе ничего не дам, я лучше уйду, но меняться и подстраиваться под тебя, под императора я не буду, хотя здесь императором даже и не пахнет, я имею в виду император, это что-то про тиранию, что-то про агрессию, но Александр Рудин на самом деле таковым не был, он не агрессировал, он был просто творческим человеком, которому нужна была его муза, он даже не могу сказать, что любил Натали, она просто была его музой всю его жизнь, скажем так, но все, муза закончилась, скажем так, муза расправила свои крылышки и решила уйти от своего законного супруга. Это был разговор за несколько дней до его смерти. То знаете, такое ощущение, как, ну давай там как сходим к психологу и поменяемся, и подстроимся друг под друга как-то, да, давай как-то найдем компромисс какой-то в нашей семейной жизни. Нет, я искать компромисс не буду, мне неинтересно, я ухожу. Вот такое. И идет это от женщины, да, то, что ухожу, идет от женщины, то, что давай что-то поменяем в наших отношениях, идет от мужчины. Что было в день смерти в семье Натали и Александра Рудина? Что было в день смерти Александра Рудина в семье Натали и Александра? Что было в день смерти Александра Рудина в семье Натали и Александра? Что было в день смерти Александра Рудина? Что было в день смерти Александра Рудина в семье Натали и Александра? Уход из... Ну, я же говорю, да. Сейчас, секундочку, друзья мои. Расскажу вам все. Тут человек загулял. Загулял в интимном плане, влюбился, да. Угу. Уходит из горящего здания. Я улетаю из горящего здания в новую жизнь. Какую-то кармическую ошибку совершает, да, человек по 20-му старшему аркану «Страшный суд». Угу. И оставляет своего супруга моральным, так сказать, инвалидом. Да, я ухожу от тебя, я улетаю из горящего здания в новую жизнь. По шестерке мечей человеку проще улететь в другую жизнь, чем воссоздать что-то новое в своей собственной семье, да, чем из руинов, из пепла достать что-то новое в своей собственной семье. Я тут говорю про женщину, тут прям параллельно две карты идет королева кубков, да, королева кубков это женщина водного знака зодиака, да, либо женщина очень женственная, ну, кстати говоря, не особо умная, да, королева кубков здесь у нас женщина, которая готова идти за своим мужчиной, вот если она в него влюбится, то все, она за ним идет как простите меня за выражение, как собачка, да, на поводке, но если она влюбляется в кого-то другого, то все, она идет за этим другим мужчиной, да, но тут такое ощущение, что Натали влюбилась в кого-то другого, в какого-то другого мужчину, и я ухожу от тебя, от прежнего, из нашей прежней жизни, потому что мне рыцарь жезлов это интим, это секс, потому что мне в интимном плане, в сексуальном плане весело с ним, гулять мне весело с ним, я буду там, в другой семье, она оставляет по карме, по страшному суду своего супруга, оставляет его
таким вот моральным инвалидом, скажем так, да, а рыцарь Пентакли, ее супруг, говорит: ну что ж ты делаешь, я же тебя выдвинул, я же тебе такую денежку принес, да, я тебе такую славу и успех принес, что происходит, да, сейчас с тобой, ну, то есть ты оставляешь меня буквально ни с чем, ты оставляешь меня вот таким вот сломленным человеком. Это было в день смерти. В день смерти она ему сказала, что она от него уходит, несмотря на то, что она сейчас говорит, что у них все было замечательно. Здесь явно говорится о том, что у человека, у женщины появился кто-то другой, кому она несет свой кубок. Она несет свой кубок не к рыцарю Пентакли, обратите внимание, не вот так вот карты стоят, она несет кому-то другому свой кубок и улетает в другую жизнь, побыстрее смыться, побыстрее смотаться из горящего здания во что-то новое, что ее сексуально привлекает, понимаете? Там, где можно погулять, там, где можно расслабиться, там, где можно каких-то легких отношений, ни о чем не думать. По 20-му старшему аркану Страшный суд это неправильный поступок, это карма, которая сразу же прилетела, но прилетела на нее через ее супруга, скажем так, да? Хотя, может быть, ей и этого и нужно было, да, скажем так, как бы я это не говорила сейчас, да, как бы вы меня сейчас не ругали, там, как бы вы мне сейчас не говорили, ой, там, у человека там такая беда, такая трагедия, да, я почему-то ей, честно говоря, не верю, и карты ей тоже не верят. Ну вот посмотрите, да, что вот здесь есть. Тут человек решил оставить своего мужа, бросить, а он просто сломался. В самый последний момент он сломался, да, когда она ему об этом сказала. И от чего же умер Александр Рузин? От чего же на самом деле умер Александр Рузин? Версия Натали, то, что он умер от коронавирусной инфекции. От чего умер Александр Рузин? От чего умер Александр Рудин на самом деле? От чего умер муж Натали Александр Рудин? Кто-то обманул. От обмана, да, от предательства, от того, что пытался выкорчевать из сухой земли чеснок, пытался как-то спасти отношения. Угу. Самовыгорание, сам себя, да, пытался спрятаться от этого мира. Ну, тут про самоубийство речь, друзья мои. Тут ни о какой коронавирусной инфекции речи не идет. Никто никого не убивал, его тоже никто не убивал. Его, возможно, убили, но своими собственными словами, да. Здесь речь о самоубийстве. Здесь очень похоже на историю про Диану Гурскую, да, тоже, но только там самоубийство было не от того, что супруга к другому уходила, да, там, ну, посмотрите, в общем, видео про Диану Гурскую, здесь немножко похожая история, тоже самоубийство, тоже человек покончил жизнь самоубийством от обмана, от того, что его обманули, от того, что ушли от него, да, он хотел защититься от этого мира, да, то есть он почувствовал себя жертвой. Туз мечей – это жертва, которая защищается от этого мира. Жертва выгорела, самовыгорание произошло, да, по Солнцу. Жертва выгорела, защищается от этого мира, я имею в виду Александра Рудина, да, у него терновый венок на голове, да, как у мученика Иисуса Христа. Он считал себя мучеником, эмоциональной стороной к нам повернут, эмоционалка зашкаливала, да, у него в день смерти как раз действительно здесь говорится о том, что, ну, вот выбросился, да, наверное, если его нашли на козырьке подъезда, здесь как раз-таки говорится об этом, о том, что он покончил жизнь самоубийством. Он пытался свою семью как-то вытянуть свои семейные отношения, понимаете? Здесь человек пытается выковырять из сухой земли чеснок, но никак не может, потому что из сухой земли чеснока уже не получишь. Земля должна быть не сухая, да, земля должна быть плодородная для того, чтобы помочь вырасти там какой-то травинки, соринки и так далее, да, я к чему? К тому, что у меня прям даже от этого расклада какая-то такая грусть, какая-то печаль на самом деле, да, потому что человека не поняли, он просто захотел уйти, он захотел спрятаться от этого мира, да, абсолютно голый, абсолютно лысый, абсолютно уязвимый человек, который надел на себя маску какой-то радости, какого-то счастья, у которого действительно было много денег, да, у которого действительно были ресурсы жить дальше, но он чувствовал себя моральным инвалидом из-за того, что его обманули, из-за того, что он пытался спасти семейные отношения, но так и не смог, выгорел, простите, и просто хотел защититься от этого мира, уйти из этого мира. Вот здесь вот об этом говорится. От чего умер Александр Рудин? Это самоубийство. Никакая это не коронавирусная инфекция.
А были ли у Александра Рудина психологические заболевания, о которых говорят в СМИ? Были ли у Александра Рудина психологические заболевания, действительно? Буквально по 3 картам. Были ли у Александра Рудина психологические заболевания? Просто о них говорят в СМИ постоянно, да? Действительно ли он был нездоров? Или он дружил со своей головой? Были ли у Александра Рудина? У него была зависимость, аддикция, зависимость от чего? Так, апатия, тоска, депрессия, зависимость от своей семьи, да, да, он хотел сохранить семью, очень король жезлов, это человек семейный, человек, который ведет свою семью, своих детей к светлому будущему, а посередине апатия, да, посередине депрессия, грусть, какой-то маленький огонечек надежды есть, чтобы спасти свою семью, но нет выхода, да, его просто захотели бросить, его захотели кинуть, да, захотели с ним расстаться. А он так хотел нормальной семьи, он так хотел вывести своих детей в свет, он так хотел сам поднять своих детей, да, но Наталья, видимо, сказала, что и детей забирает, как бы, да, и уходит от него, я так понимаю. Здесь аддикция, здесь зависимость от своей семьи, от своей женщины, да, от того, чтобы быть нормальным семейным человеком. Здесь этого не случилось, потому что посерединочке стагнация. 9, 2 – это всегда стагнация, 9 жезлов. Когда человек стагнирует и дальше не идет, у него нет рук, нет своей воли, человек абсолютно босой, лысый, уязвим перед этим миром, на нем маска какого-то счастья. Он пытался притворяться, что все хорошо у них в семье, да, она, возможно, тоже пыталась притворяться. Здесь, да, зависимость от своей собственной семьи. Не было у него психологических заболеваний, отклонений каких-то нет. Аддикция – это не психологическое заболевание. Аддикция – это просто расстройство, это синдром, но от него можно уйти. Но очень сложно, потому что от аддикции, от несчастной любви бывает, что действительно люди заканчивают жизнь самоубийством, да, суицидом. Но это все-таки не те психопатические расстройства, о которых говорили журналисты. Мне интересно сигнификатор Натали сейчас посмотреть, да, как она себя сейчас чувствует после смерти супруга, когда мы выяснили то, что она сама хотела от него уйти. Может быть, действительно ей горько, может быть, действительно ей жаль человека, да, просто так как она его уже не любила, как мы понимаем, она его никогда не любила. Сигнификатор Натали сейчас после смерти ее мужа. Сигнификатор – это настроение ее, да, как она себя чувствует, что она думает об этом мире. Сигнификатор Натали сейчас. Королева кубков, она влюблена. Я говорю, она несет свой кубок полный любви, счастья, эмоций каких-то своему какому-то новому кавалеру, ухажеру, молодому человеку. Она любит, она любима, возможно, даже, да, потому что это королева кубков, это не только влюбленная, но и любимая женщина. Она полна воды, полна чувств, полна эмоций. Да, она потеряла человека, который когда-то был родным человеком в ее жизни, но она никогда его не любила и, в принципе, не чувствует какого-то сострадания сейчас, да. Она любит, и, возможно, скоро она расскажет нам о том, кто ее новый избранник, да, возможно, скоро мы услышим от СМИ то, что она выходит замуж снова. Это интересно. Что чувствует она после смерти мужа, да, вообще? Что чувствует после смерти мужа? Понятно, что она влюблена. Что чувствует Натали после смерти мужа? Какие чувства вообще, помимо влюбленности к другому человеку, у нее сейчас есть? Что чувствует Натали после смерти своего мужа? Развязали руки, простите, друзья, ей развязали руки, у меня развязаны руки. Я теперь могу вот эти пентаклики вот так вот взять в руки и покрутить. Понимаете? Вот раньше у меня рук не было, я пентаклики взять не могла, потому что они были мои и не мои в то же время. Да? Я носила на себе маску. Носила маску, я не любила никогда человека, вынуждена была притворяться. И она тоже от этого чувствовала себя моральным инвалидом. Да, у меня все было дорого-богато, сумочка красивая, одевалась я хорошо, да. Все у меня было прекрасно, и денежки были, но они были как в воздухе, они были не мои. А теперь я могу их руками потрогать, пощупать, вот как эта цыганочка трогает, щупает эти пентакли, да. Обманули дурака. Хочется сказать, да, детскую такую поговорку на 4 кулака, да, обманула, ушла с поля боя непроигранной и непобежденной, понимаете, вот такое. Я тут сделала финт ушами, да, мне не пришлось ничего делать, мне не пришлось никому ничего доказывать, не пришлось говорить о разводе, просто умер человек, и все тут. Не пришлось никак отстаивать свои интересы, я ушла к своему любовнику, к своему возлюбленному, да. Да, и забрала свои денежки, которые мне причитаются, да.
но денежки все с собой в могилу не унесешь, как говорится, да, здесь карта жадности, здесь человек очень любит материалку, здесь почему-то человек думал о том, как разделить имущество при разводе, да. Здесь, да, здесь я теперь имею власть, имею возможность держать эти деньги руками и знать, что они мои и моих детей там, допустим, да, но такое ощущение, что про детей она здесь вообще не думает. Мне не нужно ничего доказывать, мне не нужно выковыривать из сухой земли чеснок, как это делал мой муж, как он пытался спасти наши отношения. Мне этого не нужно сейчас делать. Потому что я сейчас останусь со своим любимым человеком, со своим любовником, а там какие-то неправильные отношения. Возможно, этот любовник, он даже женат, да. Возможно, неправильные отношения говорят о том, что мужчина, который сейчас, в которого влюблена Натали, он жаждет ее денег, да. Тут что-то неправильное есть в их отношениях. Карта влюбленные, карта созависимых отношений. Да, у меня развязаны руки, я теперь могу не просто смотреть на эти деньги, я теперь могу их чувствовать, трогать, я могу их забрать себе. Я обманула весь мир, и мне ничего за это не станется, потому что, я вдова, меня теперь будут все жалеть. А когда-нибудь я покажу этому миру своего нового избранника, да, если этот новый избранник не убежит раньше этого времени. Собственно, вот такое вот гадание, такой вот расклад на певицу Натали, на ее несчастного Александра Рудина, да, мужа, ныне покойного. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видео, напишите вопросы к этому видео, если они у вас есть, да. Также прошу поставить лайки, подписаться на канал. Если вы не успели это сделать, я вас очень люблю. Друзья мои, до новых встреч!